Ну что, сегодня у меня очередная свиданка. На этот раз мне попалась, если бы я был рыбаком, а я, кстати, рыбак, но редко уделяю время этому, ввиду занятости. Если бы я был рыбаком, я сказал, мне попалась сегодня жирная рыба, рыбина, я бы сказал. У меня сегодня на свидании мисс Краса России. Из последних лет, не помню какого года. В общем, она просто дипломированная красавица, чтобы вы понимали. Посмотрим, такова ли она на самом деле. Насколько она красива, умна, привлекательна. И главное, насколько она будет расположительна ко мне. В общем, ждем ее, должна прийти скоро. А вы не переключайте канал. Итак, мы вышли на улицу с одним единственным вопросом. Какой таксопарк в России вы считаете самым лучшим? Послушаем, что отвечали люди. Такси хайп. 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 Лучше. Ну что ж, все говорит само за себя. Звоните или пишите в WhatsApp, номер которого вы увидите в описании. Все очень просто. Подключайся в парк Такси Хайп, и будет тебе счастье, куча бабла и много-много позитива. Удачи! Ну, че, привет? Здрасте. Здрасте. А вы, вы, может, машину... Да не боись, не боись. Ой, Нет, вы, может, машину да перепутали? ничего не перепутала. Ты что здесь ждешь? У меня свидание здесь. С девушкой? Ну, да, не с мальчиком. Красивой. Да. Ну вот. Я по этому Вы не поводу... говорите, я по этому что поводу вы как раз... ее... Что, это я, что ли? Ну да. Ну это, нет, мне не по чину ходить по машинам. Я уже, как говорится, это самое, в нормальных интерьерах встречаюсь с мужчинами. А Катерина-то я не очень... Катерина. Вот про Катерину. Значит, что я хочу сказать. Короче, вот начинаю с самого начала. Я веду сайт. Так, Знакомств этих. Так. Где вы там, короче, ищете себе девушек. так. И так как я ответственна за этих девушек, ты слышишь, смотри на меня, я тебе объясняю. Короче, если я за них ответственная, значит, я должна прийти и убедиться, тот ли ты, за кого ты себя выдаешь. Может, а какой-нибудь, бомж с помойки. Ты втираешь мне какую-то дичь. Понимаешь? Может, ты вообще не платежеспособна? Девчонки хотят за богатого? Они же не хотят за нищего. А вы-то тут при чем, я стесняюсь? Пардон. А я веду этот сайт. У меня фирма. Я должна отвечать за этих девочек. Я должна им найти приличного мужчину, который не жмот, во-первых, платежеспособный, во-вторых, значит, богатый, короче говоря, денежки-то. Так, Все любят. А вы как? Вы специалист по определению... Я специалист. У меня своя фирма. Знаешь, сколько таких видела, как ты? Вот сейчас смотрю на тебя и думаю, а потянешь ли ты эту девушку? Девушка-то у нас мисс. И красивая. А как вы на вид определите? А вот... Мне вот очень интересно. Знаете, есть очень... Помните, Стив Джобс ходил в одной водолазке, был миллиардером? Короче, Стива Джобса я никакого не знаю. Может, они и ходят. Может, они и ходят в этих обносках. Наши мужики приличные в таких обносках не ходят. Понял, да? Да. А для этого, для уверенности, чтобы точно вот мы убедились, есть такой, значит, проверочный тест. Мне нужно отгадать слово. Да, конечно, отгадать. На карту мне 50 тысяч. На карту мне 50 тысяч. Через полчаса Катя придет. Подождите, я не понял. За что? Это тест? Такой тест на что? Тест на вшивость. Это реально непроходимый тест на шизу. Ты не сможешь продержаться до конца. Кто проиграл, тот вонючий бобер на лето. Потянешь ты эту такую девушку или не потянешь? Прикинешься, сейчас часов у тебя нету, по которым я могла определить, что ты такой богатый. Часы у меня есть, но они не сильно дорогие, не богатые. Дешевка. Дешевка. Я сразу отсюда вижу. И ботинки у тебя тоже дешевка. Спасибо большое за комплимент. Ну, там 1004. То есть, а если я 50 тысяч вам переведу, то сразу это будет показатель того, Конечно. что... Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? А я их... Показатель будет, во-первых, что ты можешь, имеешь эти деньги. Второе, что ты не жадный.
Третье, что, третье сам придумал. Так, стоп, насчет не жадный. То есть эти деньги не возвращаются? Конечно, нет. Я думал, Ты это, что думал, это что я- залог, типа, что... Какой залог? С чего залог-то? Ну, залог моей состоятельности. Здрасте, вот и покажешь мне свою самостоятельность. Тут-то состоятельность. Понимаешь, что? Они, значит, у меня будут. У меня же фирма своя, мне же надо развиваться. А знаешь, сколько у вас таких желающих-то? На халяву красивых девушек поиметь. Поиметь красивых девушек. Господи, мужики, я не 50 просто, а сумма-то откуда такая? 50 тысяч. Ну, это, в общем-то, в принципе, большие деньги, нет? Или вам не кажется? Милок, Да. я ж прошу рублей, а не долларов же. Нет, я понимаю, 50 Ну и тысяч. что, 50 тысяч, это что, большие деньги, что ли? А что? Нет? Ну, я не знаю. Для каких-то нищебродов. Может, это большие деньги. А для нормального-то мужика. Ты вообще как собираешься девушку, жить с ней, обеспечивать? А если дети, не дай бог, пойдут? Так. А на детей знаешь, сколько уходит? 50 тысяч, да? да. Ну, я смотрю, у вас все, вы просто меня энергией своей придушили. Я понимаю, у вас, вы уже, наверное, не первый десяток мужчин. Милок, Вот видите, знал бы ты, сколько этих мужиков было. Я вас вижу, вот, как бы так, рентгеном. Да ладно. А как же? Ну и как я? Ну и что, глазки-то бегают, денег нету. Глазки бегают, Да. потому что я не ожидал, если честно, что Не, подожди. я хотел встретить девушку. Пардон, ты, значит, на этих сайтах знакомств Так, лазишь. так. Что ты ожидал тогда? Ну, я ожидал, что придет девушка, и мы с ней Так. проведем приятное Так. время Так. с какими-то, может, меньшими тратами в этом. На халявку. Я ж сразу тебя поняла, на халявку. Да почему на халяву? Ну, Боже просто мой. 50. Боже мой, Хорошо. да че ж мужики-то замельчали-то, а? Нет, подождите, то есть я получается, Ну, слушай внимательно. то есть я 50 тысяч, а гарантий никаких нет, что Катерина. Какие гарантии? Девушка придет сейчас через полчаса. То есть... Я не уйду, пока она не придет. Уже хорошо. Ну, уже куда хорошо. же я от вас убегу-то? Ну, я вот про это говорю, что я 50 тысяч, вы уходите, типа, сейчас позвоню, и вас, на самом деле, вы растворяете. Я здесь буду сидеть, пока Катя не придет. 50 тысяч рублей, хорошо. Я в залог у вас остаюсь. Скажите, пожалуйста, мне просто, ради интереса, можно задам вопрос? Вот, смотрите, и там, вот я, например, 50 тысяч, даю. А вот девушки вообще, вот в вашем там предприятии, они несут какие-то финансовые, так скажем, финансы к вам несут какие-то? Вот смотрите, вы с меня получаете деньги, да, девушка приходит, и еще с меня тоже, я же тоже буду водить ее, подарки дарить, там, рестораны, всякая история. А они-то вам что-нибудь за это вообще, кроме улыбок, да, дают? Мне вот интересно. Милок, Да. я тебе хочу сказать. Милок, слово очень хорошее. Да, Спасибо. да. Да. Вот это вообще-то вопрос, который тебя вообще-то не должен волновать. Я в принципе. понимаю, но мне интересно, почему вот. Ну вот чувство вот прям симпатичное мне. Да, Да, отлично. ну я тебе расскажу тогда. Ну, ладно. Короче, вот ходите, значит, по ресторанам, ладно, там, значит, уже ничего не возьмешь, а вот эти подарки всякие, вот эти вот деньжат, которые, может, вы там ей подкидываете, Так. 10% моих. Моих 10%, всего 10%, понимаешь? А девчонки, попробуй ты сведи вот с таким мужиком-то, с богатым-то. Да. Так же, это же все логично. Думаешь, что я вот на Мерседесах, что ли, езжу? Я вон на метро приехал, между прочим. У меня денег-то нету. Понятно. Ну, может, вы там дом строите где-нибудь на Сицилии. Где-нибудь. Так, короче. Ну, я просто не готов немножко сейчас. Я просто растерялся, Короче. видимо, да. Я не верю в Я дружбу. тебе хочу, знаешь, я Да. вот, между прочим, судьбу могу предсказывать. Кто никогда не знает, у кого что может случиться. Елизавета Егоровна, скажите, что это? Может, это черная полоса? Это черная полоса, однозначно. Обеляем черную полосу. По ладоням или по лицу? Да, по глазам. А по глазам? Да, по И твоим вот этим, которые бегают тудым-сюдым, эти глаза твои. Так. Короче, судьба твоя, вон, иди в Дикси, или в Пятерочку. Так, Там кассирши, так. и вот, пожалуйста. А можешь даже, знаешь кого? А можешь даже этих самых, которые там полы моют, эти вот гости, кажется, нашей родины. Так, и что? Вот твоя судьба. Это моя судьба? Да. Там 50 тысяч не надо платить. Позовешь, как говорится, в кино сходите, может. Ну, это точно? 100% информация? Точно. Ну, хорошо. Короче, Что? Нищеброд? Не будет, Катя? какая Катя? Деньги где? Ну, нету. Ну и Кати нету.
Ты что вообще, не понял? Ты вообще не понял меня? Нет, я понял. тебе 10 минут уже тут рассказываю. Я понял. Твою судьбу. Короче, вон привокзальные эти самые кусты, там этих... Ой, этих, как их называют? Как их Бомжей называют? полно. А, да? Идеально. Ну ладно. Ну вам тоже удачи в вашем А машину-то бизнесе. эту, я не знаю, машина вроде как бы ничего. Так. Но я думаю, ну ты гнал ее, что ли? Ой, ладно, давай. Ну, счастливо вам, аккуратней. Вам помочь может? Да ладно. Я Уж. понял. Ну, Кате, привет. Как говорится, блядь, это пиздец. Друзья мои и не друзья. Я даже не знаю, как вот я мог бы сказать, будьте бдительны, но хуй тут бдить, как говорится. Вот вам, пожалуйста. Не зря я говорил всегда, что девиз современного мира — казаться, а не быть. Вот так вот ждешь на свидание мисс Краса, а приходит мисс Гроза, грозится, что судьба у меня будет херовая, если я не дам 50 рублей ей тысяч на карточку, чтобы у нее, точнее у меня, произошло волшебство с какой-то красавицей. А вообще, на самом деле, блядь, устроилось, да? 10% с девочек, полташка с мужичка рассказывает мне, что приехала на метро. А вообще, на самом деле, так же оно и есть. Ведь есть же, мы же знаем, да, вот эти примеры многих людей, которых бабок до хера, а они, блядь, еще Гоголь. Вспомните, у Гоголя в «Мертвых душах» один из персонажей был, да? Бабки были, а жил там в паутине, в грязи, там и обноски носил. Куда мир укатился? Куда мир укатился, непонятно. Видимо, что-то я пропустил. Видимо, где-то в параллельной реальности произошло смещение, и получилось вот это. Как всегда, я говорю вам, девушку на оценку. Давайте попробуем оценить эту девушку по 10-бальной шкале. Уверен, найдутся любители и поставят 10. Я не такой любитель. Хотя по энергетике и по... Представляете, сколько она зашибает? Может быть, мне имело смысл с ней попробовать сконнектиться. Ну а что такого-то? Помните, как в Comedy Club Ламборгини за 2 куни? Пишите! Пишите, а я что? Я и сегодня, видимо, самостоятельно провожу время. Пишите. Пишите. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.